I can see a recording with you. Yeah, I am recording it, so we can probably send you after. Окей. Смотрите, да, нам просто мы попросим, и нам пришлют ее, ну, запись. Все, вы на запись уже поставили, вы потом пришлете, да? Да, Все, нет, окей. у меня не записывается, что-то не получается подключиться. Вот, Пол, да, он как администратор конференции, вот он 4-й квадратик, да, он запишет и пришлет нам. Окей, все, давайте начинаем. Окей, Lawrence, let's start. Excellent, very good. Welcome to the live demo. Sadly enough, we cannot see each other in person, so we have to do it this way. I'll show you the machine. There we go. The machine in all its glory. На видеопрезентацию. Вот внешне машина выглядит так. Наверху стоит коробка с продуктом. So I suggest that we start first of all to demonstrate some product. We can do some yield figures. I can cut the product open. I can zoom in. Anything you ask, I can do. То есть порядок работы какой? Сейчас покажем, как работает машина на продуктах. Потом можно будет, если это интересно, сделать, посчитать выход продукта, ну и показать подробно части машины и ответить на все вопросы. Юрий, а это какая у нас модель еще раз? 828. 828. Все, поехали. Okay, Lawrence, let's start. Yeah, and then just afterwards we go forward to a technical overview of the machine. Пара слов о технических характеристиках. So most important thing with the machine is that you have good product. That's number one. Needs to be compatible. So for one, we need the drumsticks, for instance, to be anatomical cut. If it's not anatomical cut, you will not have the proper results that you normally get with the machine. То есть для машины важно иметь правильный продукт с точки зрения отреза. Вот, если отрез правильный, все, результаты очень хорошие, и выход мяса хороший. Если кость отрезана плохо, то и результаты не будут такими хорошими. Имеется в виду, что это рез по анатомическому суставу, вот, чтобы он не был острый. Ну, это стандартная разделка. А неправильный рез можно изобразить на косточке? Неправильный рез примерно это какой? Ну, взяли вот дисковую пилу, допустим, и отрезали не по суставу, а перед суставом. И кость является не культяшкой такой, а острая. Вот, и эта острая, она рвет диафрагму, резинку. Понятно. Ага. Вот, то есть должна быть по суставу отрезана. Понятно. Okay, Lawrence, continue. Excellent. Maybe as well to mention now, you see these products are with skin. You can also do the skinned products into the machine. But it's important, if you would like to skin, it's better to skin before the deboning than after. Вопрос вот такого плана. Значит, если вы хотите получать в итоге продукт без шкуры, то рекомендуется снимать до выдавливания кости, потому что позже шкура будет сниматься хуже, будет мягкая уже. Понятно. Вот. Сначала шкуросъемка, потом дебонер. Вот, ну, машина может снимать, выталкивать кость как с обезшкуренной части, так и с частью со шкурой. Понятно. Let's continue. Okay, let me just quickly put a mark on here because I have two sets of diaphragms. I have number 13 and number 12. So I'm just going to mark these ones quickly before I get them mixed up. Значит, смотрите, на барабане 4 диафрагмы. Мы будем разные части делать. На разные толщины кости используются разные диафрагмы с разным диаметром. Вот, допустим, у меня сейчас 11-я. Вот, диаметр отверстия. Он для того, чтобы не менять их постоянно, он поставил через одну, там 4. Он поставил 2 12-х и 2 13-х. Вот, сейчас он понятно. То есть на одних получается там бедро, грубо говоря, утрирую, на других голень, крыло и голень там. Да, именно так. То есть он сейчас голень мы вытаскиваем на 12-й, на 13-й, а бедро будем вытаскивать на 12-й. Так, бедро, значит, на 12-й, да, получается, а на 13-й? На 13-й голень. Но смотрите, значит, здесь вот мы, вот, допустим, с Красноярском говорили, мы там взвешивали голень, там она была 150 грамм. А красноярцы говорят, а у нас голень
110 грамм. Какие проблемы? Никаких, просто надо поменять диафрагму на меньший диаметр. Ну, понятно. Диафрагмы бывают от 10 до 15. Okay. Ниже такая машина. Then I'll start with feeding some product. The direction of the product is also very important. With this one, you just see that this side is always aligned. Косточкой кладем к диафрагме вот в этот ложе на барабане как можно ближе. Вот таким образом. Because I have different diaphragms, I would always skip one because it's a different Потому size. что различные диафрагмы он будет через одну ячейку класть. Понятно, чтобы не менять диафрагму, понятно. Ага. Okay, Кстати, let's это start. удобно. Включаем машину. Через одну кладет бедро, а потом, когда голень пошла, ну, голень, потом бедро пошло, через одну только другую. То как он запомнил, где 11, где 12? А он метки поставил на барабане просто. Хитер. Не видел как, но я так предполагаю, там или стикер пометил, или фломастером пометил. Okay, so that's a few bits done. Это часть, куда выпадают кости. Красота, что. Угу. So let me get the product out. Диафрагма у нас как бы обжимает. А вот в ящик под ней падает уже мясо. Угу. То есть вот это кости достает он, да, вот само мясо. There we go. That's the product. Понятно. Okay. Так, а мы, если завешивать будем, мы вот эту массу можем завесить или надо Мы больше завесим завесить? целые, завесим кости и завесим мясо. Ну, то есть не в этот раз, ну, то есть сейчас пока мы смотрим, как работает. Это мы отдельно просто еще раз прогоним. I will cut open a few pieces now. Да, сейчас Лоренс откроет голень, да, покажет, как она вытащила кость, что там ничего не осталось. Ну, то есть вот так вот это выглядит. В предыдущий раз, то есть, ну вот за час до, вот по голени мы достигли, ну, сделали 79% выход был. По бедру... Это с кожей? А? Это с кожей вместе? Ну, с кожей? Да, ну, с кожей, да. Okay. С кожей? С кожей, со шкуркой? Со шкуркой, да. Не, ну красиво, что говорить, ну тут хороший вообще показатель. Вот, естественно, да, сразу скажу, вот показатели, ну, чтобы были стабильные, надо, ну, поддерживать, ну, диафрагма – это расходный материал. Вот, да, то есть при односменной работе его при хорошем срезе на 2 смены хватает. Если это двухсменная, то на 1 день, естественно. Ну как бы если целиком, ну как бы плотно работать, на один попадает, ну понятно, одна диафрагма на 1 смену. Да, ну вот 4 диафрагмы загрузка, да, это 2 смены. То есть на 1 день, если при двухсменной работе 1 день, при односменной 2 дня получается. Да. Okay. Is there anything you would like to see specifically? Что-то хотите посмотреть, как? Видно, все нормально? Да, видно. Понятно, что там непонятно сколько хрящиков. Это, наверное, все равно... Хрящики потом, они же не удаляются. Удаляется кость, хрящики, потом доработка идет. То есть вот сейчас, вот смотрите, сейчас мясо падает в ящик. Да. Вот. Это, ну, берут предприятия, которые, ну, никуда не торопятся, да, потом раскидывают их на стол и режут дальше. Те, которые онлайн работают, как бы ставится... Ну, вы конвейер, да, показывали. Сразу конвейер, 2 жиловщика по краям. И вот они в режиме онлайн делают. Да. Вот. Там есть 2 рабочих места, есть 4 рабочих места. Такая ну, понятно. Вот. То есть с этим понятно, да. То есть здесь это дебонер, он не удаляет хрящ.
На самом деле, смотрите, по поводу выходов, если у вас есть данные, ну, с предыдущей вот сейчас этой, как сессии, назовем это так, из Красноярска, Да. мы их можем записать, в принципе, ну, если 79 цифру получили с кожей, ну, мы ее просто Вот примем. смотрите, Нам значит, до копейки нам не надо это вот сейчас перепроверять, там, понятно, будет плюс-минус. И так, в принципе, качество сырья понятно, принцип понятен, выхода понятны. Да, смотрите, здесь по температуре еще вопрос. То есть сейчас мы замерили тогда температуру, когда привезли курицу, да, значит, наилучшие результаты по выходу достигаются от 2 до 4 градусов. Вот, мы делали, значит, первые части у нас были 3,5 градуса, это по голени, а бедро было у нас 5,5 градусов. Телефон держит, неудобно. Слышно Ну, меня? понятно. Да, понятно. Ну, сейчас уже полежало, нагрелось, понятно. Лоренс, the temperature is около 8 сейчас. 8. Ну, по-хорошему, курица к нам приходит плюс 2 градуса, да, так оно и есть. То есть вот это самое лучшее для того, чтобы от 2 до 4. Потому что когда 2-4 градуса, консистенция мяса плотнее, она лучше снимает. А чем оно теплее, оно будет снимать, но хуже будет. Вот 2 градуса, 4 это вообще Она идеально. будет более мягкая. And so between 2 and 4 degrees, it's optimal for the machine. Yeah? 2-4 градуса оптимально для машины. You can debone the product when it's warmer, but it may affect yield, and you can do it a little bit colder. But if you go colder as well, it's maybe too tight together, the meat, and you have issues with deboning. So between 2 and 4 degrees is optimal. Да, я вот Лоренса опередил, он вот как раз это сейчас рассказал про температуру, что 2-4 градуса это оптимально, выше, ну, можно давить, никаких проблем нет, но оптимальнее иметь 4 градуса. Again, Okay. very important with the product, anatomical cut for the machine. I would like to emphasize that again. Do you want to go for yield calculations on the product? Lawrence, I explained to our partners about previous experiment with the yield. Yeah, and I told that the yield is around 79%, and they say, okay, plus minus, it's not so important. So we believe, and we can continue, for example, with the tights. Okay. Okay, no problem. Let's go with the Так, у нас еще мы можем посмотреть бедро и посмотреть крыло, правильно? Да. Я Лоренцу сказал, что, я вам рассказал про предыдущий эксперимент, что там 80% было. Вот, температуру мы обсудили. Да, и сказал, что он может переключиться сейчас на бедро. Давайте. Okay, so same as with the drumsticks, you have a certain way you need to feed the product into the machine. So with the thighs, for instance, you need to see that this point of the thigh is always at the diaphragm side. То есть часть помещается так же, как и голень, косточкой к диафрагме. Okay, I'm just going to go a little bit along. Okay. Он через одну просто сделал, одну для бедра, другую для голени. The skin side needs to be up. And you can see as well that the in-feed tray has a certain shape, and that is to get actually the form of the product into the machine. So we'll place it like this and move it as close as possible. The issue is, for instance, if you still have another joint on the thigh or the drum, when the piston hits it, it might move and go next to the diaphragm with bone breakage and diaphragm breakage as a result. Часть помещается вот в это ложе, косточкой вперед, шкурой вверх, да, и важно, чтобы был нормальный рез, чтобы ровно кость выдавилась, да, если рез будет ненормальный, сверху будет поршень давить, то, будет, некачественный съем или кость сломается. То есть отрез по суставу он обязателен, да, то есть, это любые правильно настроенные линии там или вручную всегда так режут по суставу. Ну тогда что, мы бедро, ладно, мы ж четверть делаем, да? Бедро тоже делаем, мы просто режем и все, четверть, а хребет оставим.
Да. Ага. Yeah. Окей, давайте. Okay. Погнали. Наши игроки. Да, это если замутим, можно. Конечно, тут вообще никаких проблем. Наш револьвер это стоять на одного человека 300 килограмм там, в смену. Да. Цилиндром продавливает через И она как-то, кость как бы облитывает. Вот такая плотная резинка, ну, типа цевка на тормоза, на там как. Вот это кости выход. Да, вот Лоренс берет сейчас кости. Угу. Сейчас также на стол положит, чтобы нам было видно мясо. Давайте. Такая лаборатория такая. Лотки, смотрите, какие. Лаборатория вариаторов. That's the meat. Такие маленькие. Да? Okay. Okay, let's make it better. В джинсах, в рубашке, что ли? Нифига себе. Ну, это какая-то шаурма, мне кажется, реально, да? Вот на шаурму вот эту фигню все. Там она запекается, там не разберешь, хрящи, не хрящи. Ну, красиво, что тут сказать. Вот, то есть вот кости так, мясо так, все, кость достается целиком. Вот, я так скажу, был еще вопрос такой, а если мы положим уже там с перебитой голенью, говорю, ну, мы уточняли, ничего хорошего не получится, то есть часть кости уйдет, часть останется в мясе. И ну да. Получится там так, что, ну, конечному, едоку попадется там не филе, а с косточкой будет, ну, то есть только на машину класть целыми костями. Ну и диафрагма, опять же, будет повышенный износ у нее, да? Да. Вот. А выход какой получили на этой вот запчасти? 88,6. Ну, это там еще доживовка процента 5. Вот. Это с кожи, Да, особенность нашей машины еще в том, что, ну, сейчас Лоренс тоже это покажет, как там устроено механически. Диафрагма и выдавливание, заметили, располагается горизонтально. Вот, и отверстие, оно не сдавлено винтами, у нас диафрагма висит свободно. Вот, а на других, на конкурентных она сдавливается и под давлением находится. Кость ломается часто. У нас кость из-за того, что диафрагма, ну, не под напряжением, выходит целая. У нас мы нормируем до 1% поломанные кости, а другие даже не отнормируют. Они не скажут, сколько они ломают кости, сколько не ломают. То есть все-таки ломается кость? Что такое до 1%? Ну, я имею в виду, что по-любому, ну, курицы бывают там слабые ноги там или кости слабые там. То есть вероятность полома кости здесь, то есть мы до 1%. Ну, понятно, совсем уж если какая-нибудь там, не знаю, без кальция. Или там, ну, там порезано неправильно и так далее, оно бывает. 1% никуда не деться, да, а у других этот процент, он гораздо выше, и они его не могут отнормировать даже. Понятно. Ну что, здорово. Давайте на следующую эту запчасть. Lawrence? Крыло. Next one. So it's okay. Yeah, we can go to next part. Okay. Just make some space already for the next ones. Красноярск, они используют это фудмейт, да, машины, и они хотят такую купить? Сейчас у них нет ничего, они тоже, ну, ищут машину, выбирают. Но это не мясо потом, это еще какой-то комбинат? Нет, это этот самый Енисей Агро. Понятно. So maybe interesting to tell them as well is that we have here the outfit for the bones.
And the outfit for the deboned products. Now we have for low конструктив машины, то есть выход кости, выход мяса, под кость ящик ставится, кость падает, под мясо ящик, мясо падает. Ну, понятно, понятно. Yeah. And so, but for the, if you have continuous production, a large capacity, you have an outfeed belt as well coming outside the machine with 2 or 4 trimming Это stations. вот относительно конвейера, что если там непрерывное производство, то есть выводится конвейер на эту или на ту сторону, и там 2-4 места дообваливать их мясо. Ну, понятно, понятно. Как-нибудь крыло тогда будет интересно. А? Крыло это, ну, не та, которая 2, а которая вот эта вот, верхняя часть. Одну часть вот эту, Одна часть, плечо да. там. Есть машина, которая и это делает, но она там отрезает ее, одну кость вытаскивает и делает такой тюльпан, типа закуску. Какой-нибудь срабатывает. The prime wings, similar as a small drumstick, needs to be fed in the same way as a drumstick. Совсем уж извращение, это надо. Place it in and place it as close as possible to the diaphragm. Так же, как и голень, размещаем таким же образом, как можно ближе к диафрагме косточкой. Ну, получается, там если 3 фаланги, получается, 2 фаланги куда-то используются, одна давится, получается. Ну, да, смотрите, по факту вот птицефабрики всегда давят голень и бедро. Крыло фудмейт и мейн не давят, это мы только давим как дополнительно. Вот, а крыло вообще так, ну, его режут, есть такие, ну, машины-сегментаторы, да. Вот первые 2 части, они идут там в KFC, продают их куда-то там еще. Ну, вот это первая, вторая, вот с двойной костью. А третью можно выдавливать, или в KFC дают. Третья, честно же, не считается, там какая-то левая. То есть это как она, как называется, prime wing, ну, то есть главное. Ну, понятно, значит, по идее, в CG вот эта часть тоже, по-моему, есть. Is there a question to debone the middle wing as well? В Макдональдсе есть вот эта и двойная. Sorry, Lawrence? Do they want to debone the middle wing as well, or? Middle, maybe, I will ask. Лоренс спрашивает, что вы хотите тоже и среднюю часть крыла кость? Не, на самом деле, вот можно даже и не продолжать. Мы думали, крыло там 3 фаланги как-то, а если это 1 фаланга, это аналог голени. Ну, мы видим это. Поэтому с крылом мы вообще даже не планировали связываться. Ну, мы рассматривали бедро и голень, когда планировали вот, ну, этот проект. Поэтому крыло можно даже оставить его, не давить. Ну, понятно, можно что... показать, это не... Ну, есть, можно показать. Ну, раз уж начали, покажите просто, да, и в принципе... Mainly, they are interested in the tights and drums, of course, yeah, and this is only like an option, yeah, maybe later, maybe, but not they need it very, very much, yeah, okay? You can start and show some things, yeah. Yeah. Just because I wanted to say we have the 840 as well, which can make the tulips from this part. It's also Лоренс говорит, что если, ну, вы думаете, как использовать крыло, есть машина 840, которая делает и вот как 828 обычный дебонер, вот, и она может делать так называемый тюльпан, то есть он не полностью вытаскивается кость, а как бы вот так... Ну, как киевскую котлету такую на ножке. На ручке получается такое сдвинутое мясо. То есть понятно. Похожая машина, но она чуть-чуть больше, чуть дороже, но делает и эту функцию, и ту функцию. Окей, Лоренс, let's start, yeah? Let's start. Ну, правильно, KFC пошла, да, вот пошла мазута, да. Как это все автоматизировать? Все там мозги напрягают. Just going to make my hands a little dry. Okay. Ну, конечно, машина классная, что там. Ну, она небольшая, дорабатывать дешевле, да, спокойно работает.
Именно из-за доживовки оно невыгодно оказалось. Если бы не было доживовки, оно было бы выгодно. Машины, которые не требуют... Затраты наживовщиков, они, блядь, все сожрают. Конечно, там же не только есть там эти, блядь, Бесжилоотделитель. она уже будет тогда уже, это как фарш такая, ну, цельная. Ну, вот результат вот по кости. Ага, ага. Можно и кожу даже захерачить. Но Yeah, so as I said as well in the beginning of the demonstration, if you would like to take the skin off any of these products, even of the prime wing, we have skinning machines as well that can do it, and it's better to do this prior to deboning. Да, то есть если задача стоит без шкуры продукт иметь, то ну, есть машины наши тоже шкуросъемные, которые можно перед дебонером ставить, снимать шкуру, давать на дебонер. зажаривать. Офигенно будет вообще. Соус, там будет такая посыпка. Вот, в общем, вот, основные функции мы видим, да, что как у нас проходит. То есть вот так вот выглядит это плечо. Ну, здорово, здорово. Тут даже, как сказать, no comments, как говорится. Все видно и понятно. Там уже от задач производства, там, дожеловывать, не дожеловывать, или там автоматический дожеловщик может какой-то еще. Но это на объемы надо, конечно. Когда есть объемы, нужна машина. Я, честно говоря, не знаю. Все. У нас есть одна машина, которая хрящ отрезает. Но она дорогая, и ну, я не видел, как она работает, честно. Но если вы хотите хрящ срезать, ну, мы можем предложить машину, но она, конечно, существенно дороже там получается. Да не, нормально все. Ну, в принципе, коллеги, есть вопросы? Ясно. Вопросов нет, Юрий. В принципе, очень все наглядно, показательно. Спасибо за время уделенное. Да, нам было интересно посмотреть вживую, Вы не постановочно. Конструкцию машины будете смотреть или мы на этом останавливаемся? Там принцип понятен. Там. Ну, в принципе, я думаю, если мы как бы заинтересуемся, мы вам все равно потом все ну, мозги заканифолим. Да, она моется, потому что главный вопрос тоже это мойка, да. То есть моется просто высоким давлением керхером, да. Единственное, что не надо мыть им кнопки управления, да. Вот сейчас он включит, покажет, как она вот. Давайте, раз уж пошла такая пьянка, давайте посмотрим. Вот, меняется диафрагма, 2 винта с шестигранником, Вот снимается такой сектор, пластина, и меняется диафрагма. Вот, вот так вот она, получается, надевает. То есть она вытаскивает ее, и потом противорежущая ее как бы вот дотягивает на себя. Там она упирается. Вот это с голени костяшка получилась. Разбор машины сейчас тоже покажете, да? Ну, он может, да. Lawrence, please show the construction of machine, open covers and show cylinders. Yes, just give me one moment. То есть основная часть это вот барабан, да, с позициями, куда помещается продукт. На барабан устанавливаются 4 диафрагмы. Они снимаются ну, при помощи шестигранника и 2 винта. Вот, диафрагма не обжимается, ничего, просто ставится и сверху пластина. Вот, если видите, вот металлическая вот напротив, вот эта часть, она выдавливается как раз через нее. Вот, вот Let us first start maybe with the electronics. Это, значит, кнопка стоп, сверху питание, ниже старт, и самая нижняя это регулировка скорости. То есть можно быстрее, медленнее пускать. Вращая белую ручку, мы делаем скорость больше, меньше, как оператору удобно. Оператор со сноровкой до 45 кусочков в минуту может это сделать.
You can see as well the machine is all ready to go because of the green button. Как Now- зеленый свет горит, это значит можно работать, да. Ага. If you open the hood, Да, и если открыть крышку, она, ну, безопасность. Так же, как на барабане, вот эта пластина стоп написана при ее движении, тоже она отключает движение. Это же безопасно для оператора, там руки ему не покалечить никуда. yeah. So then it will, I stop now as well here. We have the stop. So if something happens with the operator, if the hand goes inside of the machine, before the piston goes out, this switch will be pushed by the operator. Вдруг случайно там кто-то руку засунет, то цилиндр, он внутри там включается, да, этот поршень выходит. То есть он сначала остановится перед тем, как поршень вылезет. То есть безопасность гарантирована. It doesn't mean that when you lose the switch that it will start working again. And so it's вот, то есть, ну, прикосновение, машина останавливается сразу. Now on the new machines we have an update as well. So this is the normal airflow. We will have one unit extra, which will control the pressure of the machine. So it will see in advance if the machine has a proper and enough pressure to run the machine to avoid any interference. То есть это узел подачи воздуха, это еще, ну, узел уже модернизированный, там еще ставится с манометром еще одна часть, то есть давление воздуха видно. Это разъем на дополнительный конвейер. If you have a machine with an outfeed belt, it's very easy to connect and disconnect the outfeed belt onto the machine. Ну, это вот подключение конвейера, да. Не в отдельную сеть, а удобно прям к машине подключаются. Same thing here. If you have the conveyor belt and it's not corrected properly, then the machine will not work. Если что-то не так вообще установлено, машина не включится. Вот. А это вот сами цилиндры, которые выдавливают кость воздушную. Indeed. So 4 cylinders for the capacity of 45 pieces per minute. That's not a lot of... 45 достигнуть можно. Здесь все внутри можно мыть давлением, да, то есть никаких ограничений нет. Yeah. Now, every machine will need some attention, some TLC in the nearby future when you're processing. So on the inside of the machine, there's an extra electronical switch, which is located here. Это тоже датчик, который позволяет, значит, предотвратить поломку машины, если, ну, как-то остановилась и шток вышел, машина не двинется, если шток не в правильном положении. You'll see that this piston is actually in the outpushed condition situation. Now, when the seals in the pistons wear down, it could be that this piston stays out like this. Now, this switch will detect if this happens and will stop the machine to avoid any breakage. То есть барабан сейчас должен вращаться и поршень должен уйти. То есть, если он не уходит и попадает на датчик, то машина остановится, значит, ну, значит, что-то не так, чтобы не было разрушения машины. Now, in that case, it's a very strong indication that you maybe need to do some maintenance on your cylinders. Now, the cylinders, we always advise the customer to take one cylinder as a spare part for the machine. Because it's very easy to change and you'll go back to 100% production. Ну, Лоренс, да, сейчас говорит о том, что, ну, это пневмоцилиндр, да, ну, как любое что-то может там со временем отказывать, да, что желательно иметь одну на складе готовую, что она быстро меняется, тут при помощи 5 винтов, 2 спереди, в середине, 1 в конце. Просто заменил за 5 минут и работаешь дальше, а на который пропускать стал воздух, там просто прокладки меняешь в спокойном режиме. Ну, даже если вот нет одного цилиндра, 3 другие работают. Это от меня уже. То есть по-любому машина не ломается полностью. Как бы. Well, in the case that you need to change your cylinder, it's very easy with 2 bolts here. Эти как раз 2 болта здесь, 2 bolts there, and 1 bolt there at the end.
the whole cylinder can come out. You can put your spare cylinder in and put all the bolts back in, and you have 100% of your production. Да, он быстро меняется и также продолжать работу с той же эффективностью. Now the advantage is this costs about maybe 10 or 20 minutes if you need to change it. The technician can take the cylinder that is needed in maintenance. 10-20 минут и спокойно может уже ремонтировать цилиндр. So they can take the cylinder, do the maintenance, and then replace it with the next one, for instance, to avoid any of the other cylinders of falling behind. Okay. Yeah. Now I will show you how to change a diaphragm. Ну, сейчас покажет, как меняется диафрагма. Ну, на нем мяснина может быть все равно. Вот он прилепил кусочек скотча, чтобы видеть, какая там стоит, но через одну. So as said before, we have 4 different pistons. We have 4 different diaphragms. Dedicated diaphragms, it's maybe better to say. So changing all the diaphragms only takes a few minutes. Замена диафрагмы производится путем откручивания вот 2 винтов и снятия вот этой пластины прижимной. Now, what makes us quite unique in comparison to our competition is that we don't put much pressure on our diaphragms. We have a unique system where we have this ring inside, and we have the same ring in our machine. So by говорит об отличии нашей уникальной системы STEEN от других конкурентов в том, что диафрагма не подвержена сильному напряжению, и за счет вот этой канавки на диафрагме и выступу на барабане она держится и просто прижимается без напряжения. У других она же сжимается вот в этом направлении винтами сильно. Вот, поэтому отверстие становится овальным. Yeah. So where the competition needs to have a lot of pressure to hold the diaphragm into place, you'll have a lot more friction on your diaphragms and on your bone. So you'll have a lot more bone breakage. И возникает из-за сжатия у других давление на кость и поломки костей. With us, even if you see now, if I put the diaphragm in the ring, you don't need much to hold the diaphragm into place. And that's why we can say that we have only 1% of bone breakage in production. Таким образом достаточно легко, просто. И, то есть, считайте, если односменная работа раз в 2 дня надо менять, и при двухсменной работе раз в день надо менять. Чем чаще меняем, тем больше выход, естественно. Yeah. So replacing it as well, it's very easy. You can only do it one way because otherwise it does not fit. Другой стороной ее не поставить, только в одну сторону. Just insert it here, put the disc back on. Also only goes one way because these bolts need to go into this space, so they're sunken away completely. So it's not really a rocket science. And of course, what I show you now, you need to do 4 times for all the diaphragms. Это 4 раза для всего барабана. Is there... Так что вот так вот. Какие-то есть вопросы дополнительные, если? On the technical side of the machine, do you have any questions at this point? Sorry, Lawrence. Regarding the technical side of the machine, do you have any questions at this point? Да, что-то по технической стороне, если есть. Да нет, все ясно. На самом деле абсолютно все ясно, полный обзор вы показали. В принципе, у нас больше вопросов нет, все понятно, очень показательно. Если возникнет у нас опять этот проект возродится, то, в принципе, мы теперь знаем, что нам покупать. Okay. Lawrence, is everything clear and everything understandable? So we hope that
they will like our machine and will buy in the future. Okay. Well, Даже не тендерить. let's hope so. Yeah. Well, if there's anything more that you need, any more information that we can provide, we can send you the preventive maintenance schedule, some parameters that we have put on, the technical data sheet. Потребуются дополнительные какие-то параметры или вопросы, там по обслуживанию какие вопросы, да, там можете спрашивать потом, сейчас мы все вам предоставить сможем, естественно. Хорошо, спасибо большое, Юрий, спасибо, Лоуренс, очень было все. И, Игорь, минуточку, да, еще вот Вячеслав тут вопрос хочет спросить, что по поводу аппликатора что-то там вы решили или... По поводу аппликатора, который этикетку наклеивает, который 22 тысячи евро, думаем пока еще не решили, думаем. Хорошо. Хорошо, ладненько, спасибо. Все, до свидания, bye-bye. До свидания, да. Lawrence, thank you very much. Bye. It's a great No show. Yeah, thank you very much. Excellent. The great show, man. Yeah, thank you. Thank you No very problem, much. Yuri. All right. Bye-bye. Bye.